Сейчас будет краткий пересказ фильма «Дэдпул 2». Приятного вам просмотра. После успешной работы в качестве наемника Дэдпула в течение 2 лет Уэйду Уилсону не удается убить одну из своих целей в годовщину его свадьбы с девушкой Ванессой. Он возвращается в свою квартиру в такси своего друга Доппиндера, который говорит Уэйду, что хочет стать наемным убийцей как Уэйд и присоединиться к нему в профессии. Уэйд отказывает ему. В тот вечер, после того, как Уэйд и Ванесса решают создать семью и наслаждаться романтическим вечером за просмотром фильма Уэйд, цель, которую Уэйду не удалось убить, выслеживает их и кончает с его подругой Ванессой. И Уэйд убивает его в отместку. После он винит себя в ее смерти и 6 недель спустя пытается покончить жизнь, взорвав себя. В загробном мире Уэйду привиделась Ванесса, но части его тела остались живы и были собраны колоссом. На память у Ванессы Уэйду остается только жетон Ski Ball, подаренный на их годовщину. После восстанавливать в особняке X, Уэйд соглашается вступить в ряды Людей X, чтобы исцелиться. Он, Колосс и Негасоник Teenage Warhead принимают участие в противостоянии между властями и нестабильным молодым мутантом по имени Рассел Коллинз в детском доме, названном Центром перевоспитания мутантов. Рассел называет себя Огненный Кулак, вызывая презрение Уэйда, но Уэйд быстро понимает, что Коллинз подвергался насилию со стороны персонала этого дома и кончает одного из сотрудников. Колосс не дает ему убить других, и Уэйда и Коллинза арестовывают DMC, правительственное агентство, контролирующее мутантов. После прикованные ошейниками, подавляющими их силы, они попадают в ледяной ящик, изолированную тюрьму для преступников-мутантов. Он также с досадой замечает, что Рассел считает их товарищами по тюрьме, и что если они объединятся, то смогут либо сбежать, либо властвовать здесь. Из-за самонадеянности Рассела его несколько раз избивают другие громоздкие заключенные. Тем временем кибернетический солдат из будущего Кейбл, чья семья была убита старшим Коллинзом, отправляется в прошлое, чтобы найти мальчика, пока Коллинз не стал еще убийцей. Кейбл проникает в ледяную коробку и нападает на Коллинза, но Уэйд, чей воротник был сломан во время стычки, быстро восстанавливает свою способность к регенерации и борьбе с раком вступает в схватку с Кейблом. После того, как Кейбл забирает жетон Ванессы, Уэйд заставляет себя и Кейбла выйти из тюрьмы, но не раньше, чем Коллинз послушивает, как Уэйд отрицает, что заботится о молодом мутанте. Находясь снова рядом со смертью, Уэйд снова видит Ванессу, которая убеждает его помочь Коллинзу, но Уэйд возвращает сознание и понимает, что его новая миссия – помочь Расселу. В тюрьме приходит приказ о том, что Рассела и нескольких других заключенных перевезут в новое место. Пока они ждут, Расселу удается подружиться с самым большим заключенным тюрьмы – Джаггернаут. Позже Уэйд устраивает прослушивание в новую команду под названием X-Force, чтобы вызволить Коллинза из конвоя, перевозящего заключенных, и защитить его от Кейбла. Команда начинает нападение на конвой, прыгая с парашютом с самолета, но все члены команды погибают во время приземления, кроме Уэйда и счастливицы Домино, чья сила не позволяет ей погибнуть несколько раз, пока она преследует конвой. Пока они сражаются с Кейблом, Коллинз освобождает Джаггернаута, который соглашается помочь Коллинзу покончить с жестоким директором детского дома. Джаггернаут уничтожает конвой, позволяя себе и Коллинзу сбежать, после чего хватает Уэйда и разрывает его пополам. После этого Уэйд вынужден несколько дней восстанавливать силы вместе с Эллом и дать нижней половине своего тела отрасти. После Кейбл появляется в квартире Уэйда и Элла и предлагает работать с Уэйдом и Домино, чтобы остановить первое убийство Коллинза, которое спровоцирует его стать тем человеком, которым он является в будущем. Кейбл соглашается, чтобы дать Уэйду шанс уговорить Коллинза. В детском доме их одолевает Джаггернаут, в то время как Коллинз нападает на директора, пока Колосс, который сначала отказался помогать Уэйду из-за того, что Уэйд ведет себя как убийца, не прибывает, чтобы отвлечь Джаггернаута. Когда Уэйду не удается уговорить Коллинза, Кейбл стреляет в молодого мутанта. Уэйд прыгает под пулю, надев ошейник и ледяной ящик, и умирает, воссоединившись с Ванессой в загробном мире. Видя эту жертву, Коллинз не убивает директора школы, изменяя будущее таким образом, что семья Кейбла остается в живых. Кейбл использует последний заряд своего устройства для путешествия во времени, который был ему необходим для возвращения к семье, чтобы вернуться на несколько минут назад и подсунуть жетон Ванессы к сердцу Уэйда. Когда Уэйд получает пулю за Коллинза, ее останавливает жетон, и он выживает. Коллинз все же меняет свое мнение, однако директор школы сбивает Доппиндера на своем такси. И на этом все, друзья.
Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите свои мысли в комментарии. Также советую вам посмотреть эти видео, и я желаю вам хорошего дня.